Анфисия пожаловала. Да, пустая банка уже. Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк, и сегодня у нас будут все коты, лебеди, Так. утки и лысухи с птенцами. Ну да, засада. У Анфисии за доской там засада. На уток засада, да? Ну, понятное дело. На кого еще? Конечно, на уток. А лысухи будут кормить птенцов из клюва в клюв. Очень интересный сюжет, посмотрите. О. Не допрыгнешь. Бесполезно, не допрыгнешь. Это импровизированная охота. Смотри. Охотится. Не, Анфисия, ну как же ты? Летать ты не умеешь. Там вода. Для Анфисии это вроде даже как фотоохота. Она смотрит и любуется просто. Говорит, ну хотя бы полюбоваться-то можно. Там друга. О. Ну все, будет прыгать. Все, решила прыгать. Ну, это у нас новая модель Тути и Фрути. Обратите внимание на селезня. У наших местных голова совсем такая бирюзовая, а у этого нет, у этого серая с небольшими зелеными вкраплениями. Вот, со ступеньки собирайте, ступенька дает вам, ну, некоторое преимущество. А там бесполезно, там сразу, вон они, тут целая стая. Тут там летит, это опять этого планер, самолета, за ним планер. И там тоже. Они что-то в последнее время очень много летают, по несколько планеров одновременно. Вот таких довольно много появилось, какая-то стая поселилась вот этого вида уток. Тути-фрути, сегодня ваш праздник. Лебеди приплывали, а мне никто не сказал. Вот, и лебеди уплыли дальше. Но они еще потом приплывут. А я вот занимаюсь тогда тути-фрути. Они и так получают, но они получают как бы поменьше. А сейчас они основные реципиенты. Да, красавчик. Красавчик, да. У него голова немножко там зеленое что-то есть на голове. Но расцветка такая вот. Видно, что селезень, но не классическая. Вот. Все, наелись? Не будете больше? Или будете? Будут. Они как роботы, им сколько давай, они столько и будут. Вот это яхта Абрамовича плыла. Мы с Ириной тоже регулярно на лодке. Сегодня плавали, смотрели водные лилии. Целое большое поле. Даже рыба устала уже. Ладно, все. На этом хватит. Водички попей. Эта парочка у нас вот давно уже. Я уже их узнаю, и они меня тоже. Сегодня день хороший. Как, впрочем, и вчера, и позавчера. Так, ладно. Летят самолеты. Привет, мальчишу. Да, ну слушай, самолеты кругом. Елки-палки. А теперь лысухи. Лысухи, они в дословном переводе с немецкого называются водные курицы. А действительно у них клюв, то есть в отличие от уток, от лебедей, у них клюв, как у курей. И на лапах у них когти, вот обычные пальцы с когтями, но есть перепонка, то есть на середину, до половины длины пальца есть перепонка. То есть позволяет и по суше ходить, и как бы вот цепляться удачно, и плавать. То есть перепонка помогает при плавании. Вот смотрите, сейчас родители выплыли, детишек не видно. А вот они детишек прячут в тростнике. Ну, в тростнике по той простой причине, что тростник достаточно плотный, и туда не может заплыть большая рыба, ну, которая может представлять опасность, там, щука, сом, что-то такое. Вот. И они вот в плотных зарослях тростника держат птенцов вплоть до времени, когда они подрастут достаточно, чтобы уже жить открыто.
Вот смотрите, там на горе, там дождь идет, льет вовсю. И скоро к нам приблизится. Это гром, гремит. Это вечерний гевитер, традиционный. То есть днем жара, с утра солнце, днем жара. А к вечеру, так после обеда, к вечеру приходит такой дождь и прохлада. Ну, я лодку успел тентом накрыть. Иначе там сиденья кожаные, водопроницаемые. Вот. И если их хорошо зальет, то потом они довольно долго сушатся. А под тентом нормально. Птенцов лысухи увидим чуть позже. Наберитесь терпения. А вот когда дождь придет, тут с ним вместе приходит и ветер. Сейчас вообще безветренно. Как это? Затишье перед бурей. Сейчас про этого глупого пингвина буду читать. И про буревестника. Вот. Почему-то пингвина обидел. Горький. Ну, почему он глупый, пингвин? Робко прячет тело жирное в утесах. Не знаю. Немного погодя, буря пришла, и она была очень сильная. Красота. Это вот конечно. ослинник, который Энотера, он действительно пускает каждый вечер, каждый день вот есть по новым. И у него вот этих бутонов, смотри, еще сколько. Еще на неделю, наверное, хватит. А может и на больше. Красота. Вот такие вот сорняки бывают. Он сорняк, он вырос у тебя без разрешения. В одном из недавних видео я показывал как раз это растение, мы с Ириной обсуждали, но там цветов не было. И вот сейчас он зацвел, я вам показываю. Я разрешаю всем расти. Ты добрая, потому что... Потому что я жду, когда ко мне чудо растение принесет ветер. Бабаб? Нет, как урфинджус. Урфинджус? Да. У нас последствия бури. Вчера была настоящая хорошая буря. Вот. А вот тот стул мой, такого бирюзового цвета, он упал, вот его доставали там из тростника. Тростник весь немножко погнулся, так сказать, от ветра. Короче, Анфиса пришла вся мокрая. Справа только Да. его так разметало, а слева он так стоит нормально. Ну да. А потому что ветер оттуда был. Понятно. Арчи и Вилли дома были, смотрели через окно на этот кошмар. А Анфиса пришла, ну, такая мокрая, потрепанная, ну. Ее застало где-то на улице. Вот. А сейчас опять тишь да гладь, да Божья благодать. А это сколько продолжалось? Полчаса, наверное, да? Где-то полчаса продолжалось. Но было конкретно. Вот. Да, настоящий был такой вот. Настоящий гевитер был, да? Настоящий. Настоящий. Не просто такой настоящий. летняя гроза, летний ливень, а прям вот вообще. И такое ветрило, и все гнуло. Все летало. Летало, да. Все летало, все прыгало. Волны. Ну, у нас вот... Ну, сейчас солнце выйдет. Все это подсушится, конечно, моментально. Ну, Ну. кстати, этот Нахткерцен. Вот эти. Нахткерцен. Вот этот ослинник. Вот он как раз вот... Энотера. Энотера, да. Вот, я про него там рассказывал. Вот он в цветущем варианте. Ну, тоже, ему тоже досталось вчера, но Нет, он устоял. Нет, он нормально. Он выдержал нормально, Не, да. он но вообще без проблем, ему вообще ничего не сделалось. Вот Да. этому рядом стоящей растюшке не повезло. У этого, да, Ну, обломало. ее сначала все объели слизняки, хотя нет, она могла бы зацвести. Ну, ладно. Ну, ладно. Тут Это тоже так, целое. не особо ценная. Ну, то есть есть некоторые поразии. Ну, так, ерунда. Да. Это болгарское слово такое, поразии.
что интересно, что они только вот вечером раскрываются, и утром к обеду они уже закрываются. К обеду закрываются, да? Да, то есть декоративная ценность очень маленькая. Но они почему ночные-то считаются? Ну, нет, она на свечу похожа, видишь, как будто канделябр. У нее вот эти вот боковые вот эти вот ветки, как будто бы канделябр. Не, ну ладно, я, честно говоря, от него даже такого не ожидал, от этого ослинника. Не-не, я его видела, он в прошлом году там еще в некоторых местах был, и сюда его тоже Но семена здесь ему принесли. очень понравилось, смотри, как разросся. Ну, я его в прошлом году не стала, как сорняк удалять оставила. Правильно сделала. Так, а у меня сегодня задача приделать мотор к лодке и выплыть. Вот. Уже можно. И выплыть. Ну, кстати, лодку выкинула поближе. Она сейчас на дне стоит. Да. Она не на воде, Да, она на я дне. вижу. То есть ветер, видимо, волна сильная была. Волной, То есть да. ее надо фиксировать не только вот спереди, но и сзади к перилам тоже надо, чтобы ее не протаскивать. Потому что когда Жалуются хоть. мотор будет приделан, вот такой фокус мотор оторвет. Ну, мотор уже на лодку привесили, уже вовсю катаемся. А вот смотрите, какой интересный горшок цветочный я присмотрел в магазине Лагерхаус. И Ирина составила такую икебану. Ну, мне кажется, смотрится достаточно стильно. Привет, Лысухин. Вот семейство, 2 птенчика и маман. А у меня с собой ничего нет, я с другими целями. Да. Не, и не пойду, потом. Потом приду. Смотри, птенчики-то и большие уже, дракончики. Вот. Ой, уже сами плавают, им уже разрешают самим плавать. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну тут рыбы. Да. Ладно, давайте, я сейчас занят. Подросли, птенцы как подросли, лысухины. Дракончики подросли. Вон из клюва в клюв дает. Хотя он и сам уже прекрасно ест. Вот он, из клюва в клюв. Ну, как видите, у нас комплект почти полный. Почему-то в этом году у нас вот эти тути-фрути не вывели птенцов, но они появились позже. То есть они, видимо, возвращались с юга и задержались у нас на озере. Кого там только нету, да, Анфисия? И утки там, и лысухи там, и все. О, потому что утка выплыла, вот, утка выплыла. Вот. Вот. Анфисия за ними наблюдает. Утки не вывели, все остальные вывели. А наверху там и Вилли, и Арчи. Вон я вижу и Вилли, и Арчи. Вся троица, короче. В том числе птенцы у наших сорок. У нас живут 2 сороки на территории. Вот у них рядом с домом на дереве гнездо, и там птенцы. Вас ждет еще много увлекательных сюжетов. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк. И пока-пока.